Всем привет-привет! Вы на канале Амадея Таро, с вами Вероника. И сегодня расклад, на какую тему даже сама не знаю, буду идти по потоку. Единственный момент, каждый вариант — это отдельная колода Таро. Каждая из них отвечает за определенную сферу вашей жизни. Какую выберете, к какой вас потянет, значит, та информация для вас сейчас наиболее актуальна будет. Поэтому, пожалуйста, определяйтесь с вашим вариантом. Я пока убираю вот эти все колоды. Так. И будем приступать к первому варианту. Зеленые камушки, я вас приветствую. Для вас идет оракул теней. Тут идет больше как ваше внутреннее я, наверное, да, ваше высшее я. Ну, сейчас посмотрим, какую информацию хотят вам донести. То, в принципе, вам и необходимо будет знать за себя. По промежутку времени смотрите сами, какой вы будете загадывать. Может, это будет день, может быть 5, может неделя, месяц или же целый год. Собственно говоря, тут уже по вашей интуиции. Итак. Так, первый вариант. Ну, что вам сказать? Ну, наверное, скажу то, что вижу, да? Смотрите, тут у вас определенные магические ритуалы, в которых вам очень помогают ваши фамильяры, тотемы, духи-помощники и ваш род. Это поездки. В этих поездках вы получаете некие знания. Ну, еще по магическому воздействию у меня вопрос. Сейчас уточню. Ну да, смотрите, здесь выпадает все-таки ваш род. Во-первых, идет защита от любовной магии на вас. Во-вторых, род очень так крепенько за вами стал. То есть, если на вас атаки сейчас и идут, страх. Давайте посмотрим, что за страх. Если атаки на вас какие-то идут, то очень многое из негатива к вам не долетает. Страх у нас. Что у вас там за страх? Ну, здесь вы в чем-то сомневаетесь по поводу ваших защит, но можете не сомневаться. Здесь все отлично по ним. На местах силы защиты еще свои можете подновить. И места силы вам дают определенную защиту. В дорогах. Ну да, как я и сказала, за пределами дома, то есть в путешествиях. Ваше место силы тоже и дороги можно назвать. Страх. Интересно, что еще там за страх. Идет страх применять какие-то ритуалы, особенно что с рунами связано, возможно, на плодородие, или же вас обстоятельства вынуждают быстро действовать, реагировать, да, на определенные нападки.
Ну, я хочу сказать, что вам тут бояться нечего. Вы просто прорабатываете себя, а род за вами наблюдает. Ну, то есть, какое решение вы примете? Переступите ли вы через свои страхи, или же и дальше будете продолжать в них находиться? Ну, вам магией нужно заниматься по роду. Здесь идет какое-то Смотрите, вы когда ею занимаетесь, вы обнуляете родовые негативные программы и отрицательные. Здесь как бы у вас все нормально. Тут через магию свечей, через подношение у вас идет. У вас договора даже через места силы, да, ритуалика идет. Ритуалика по выметанию негатива из вашей жизни. Ну, знаете, как я здесь вижу? Здесь ничего глобального у вас такого, просто все идет своим чередом, как бы занимаетесь чисткой, да, вот, ну, не сколько чистка, вы как подчищаете уже. Вот что-то счищаете, а кто-то, как знаете, ну, палки в колеса вставляет, и вы, может, переживаете, что никогда это не закончится, но так закончится. Вы здесь в рост идете, как бы, и поэтому каждый ваш новый ритуал – это одна ступень, на которую вы поднимаетесь выше. Да, у вас тут связь с Всевышним хорошая. Кто с богами работает, то же самое. Здесь у вас еще допуск на работу с темными есть. То есть у вас заклинания очень хорошо пойдут. Угу. Да, вы весь деструктив, смотрите, ребят, вы метаете огнем, свечной магией. Я поняла. Да, вы здесь как марионетка были. В руках определенных манипуляторов, которые влияли на вас. И вам истина открылась. Угу. Возможно, даже группа лиц по вам работала. Ну, тут вы как бы на пути к своей... Знаете, вот как... Вы вот в один прекрасный день проснетесь и поймете, что вы очень поменялись и в лучшую сторону. Что все, что не делалось, все на самом деле к лучшему. И знаете, у вас как вот камень с души спадет. То есть вы осознаете, что тот путь, который вы выбрали для себя сейчас, если вы еще сомневаетесь, то в дальнейшем сомневаться вы перестанете. Что путь тот, который вы выбрали, это верное решение. И сомневаться вам здесь, ну, в принципе, нет никакого смысла. Да, здесь у вас радость от того, что вы исцеляетесь. Возможно, в будущем будете исцелять других. Единственный момент, который у вас сейчас еще есть, знаете, вот как что-то происходит, и вам нужно быстро принимать решение. То есть нет такого момента, что вы там подготовились, да, очень долго распланировали ритуалику определенную. Нет, здесь у вас... То есть бабахнуло, и вы сразу реагируете. Но хочу вам сказать, что да, такие периоды бывают, и в принципе в них нет ничего такого, как вам бы правильно сказать. В общем, помните, что ничто не вечно под луной, как говорится. И здесь то же самое. То есть вы на правильном пути, и сомневаться вам в принципе нет смысла в своих действиях. По защитам все нормально. Если где-то что-то и коцают, то вы подхватываете, обновляете, либо добавляете, либо меняете их, сочетаете. На ментале хорошо работаете, вам предки духи рода вам помогают и в вашей силе. Они как ведут вас, подсвечивают тех людей, которые хотят
вас в депрессии вогнать. Ну, тут, в принципе, все классно. Если смотреть с точки зрения высшего я, вы развиваетесь, вы растете над собой в первую очередь. И, ну, какой-то момент по сомнениям, да, определенным, это свойственно любому из нас, поэтому, в общем, глобальных каких-то деструктивных влияний я не вижу на вас. И, в принципе, у вас все отлично. Первый вариант. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями. А я вам желаю мира и добра. Пока-пока. Так, второй вариант. Я вас приветствую, белые камушки. На вас будет Таро Веретника. Здесь уже информация будет поинтереснее. Здесь род вам, скорее всего, будет показывать предупреждение. Хотя все может быть и по-другому. Сейчас посмотрим, что второму варианту хотят передать свыше. Здесь такое, вот знаете, ощущение, что люди хотят узнать, вот звучит вопрос, почему, причина того, что с вами происходит. Почему и причина. Ну, сейчас посмотрим, верно ли. Я считываю с потока. Ну, глядите, вы взяли определенный курс в жизни, но у вас на этом пути есть некие искушения, и вы об этом предупреждены свыше. То есть род за вами наблюдает, подсказки вам дает. И параллельно смотрит, поддадитесь ли вы на какие-то искушения. У каждого они могут быть разные. Что вас ждет дальше, доподлинно неизвестно. Вы еще должны сделать какой-то выбор, и от этого выбора решится ваша дальнейшая судьба. Тут есть у вас какой-то наставник, который вам в помощь. Наставник дан по высшему суду, либо же это и есть ваш путь наставника. То есть вы должны им быть в будущем. Либо вы уже на это. Ну, здесь, скорее всего, вы только вот что-то должны пройти и выбрать. Так, что еще здесь? Заключение договоров, ребят. Заключение договоров с определенными силами, которые вам будут помогать справляться с деструктивными энергиями и влияниями, как для себя, то есть вы сами себе сможете помочь, да, но здесь, скорее всего, вы уже это делаете. Также вы и другим сможете помогать от вот этих вот атак, нападок, да, во всяком случае, вы эти знания будете в массу передавать людям другим. Тут у вас очень хорошо это получится. Какой-то период времени еще, конечно, нужно будет пройти, подождать, возможно, где-то. Вы здесь полностью защищены от людей, которые могли бы вообще повлиять на вас. Защита на вас стоит хорошая. То есть на вот этом вашем пути, который вы выбрали, либо же выберете, уж я не знаю, тут как бы все отлично, защищают вас. Вот те люди, которые творили вам деструктив,
они в итоге все равно покаются перед вами. Либо конкретно, либо же, знаете, так обходными путями, но будут как бы извиняться. Потому что здесь полное падение ваших недоброжелателей идет и того, что они делали вам. То есть программы эти полностью обнуляются. Глядите, тут еще помощь рода идет и высших. В чем? Для того, чтобы вы не перебирали на себя чужие проблемы. То есть здесь вы, конечно, хорошо так подчищаете и свое окружение, и свою голову. Прорабатываете себя. То есть вы уходите от тех ситуаций, где на вас навешивали вот помимо своих проблем, знаете, тут такой момент идет, вы или как карманный психолог кому-то, да, и вам это просто надоело. Либо же здесь вообще люди пользовались вами. Либо же, знаете, как у вас в жизни постоянно было, как кабала, да, когда нужно было решать кучу проблем, теперь это все как бы убирается у вас. Тут помощь на вашем пути вам, ну свыше дается, тут по-другому и не скажешь по картам. Ну, потом, смотрите, все равно у вас будет идти искушение, будут проверять вас на жадность. И вы примете какое-то кардинальное решение лично для себя. И тут два варианта тоже есть. Либо вы больше не захотите жить так, как раньше жили. Понимаете, здесь человек меняет себя, меняет свой жизненный путь. Вы уходите от каких-то зависимостей, которые, возможно, вас в прошлом и на эту же жадность и провоцировали. Или же, знаете, как у вас прям включится такое, как у быка на красный цвет, что будете косить всех тех, так сказать, личностей, которые идут на низких вибрациях. Ну, вот как я говорила, что будете наставником, да, и убирать деструктив, помогать людям, и, собственно, будете и бороться с вот этими вот личностями. Знаете, как, не скажу, что наказывать, но там какое-то решение вы еще должны принять, что-то, знаете, такое интересное. Возможно, под пересмотром этих своих взглядов вы, как знаете, будете уходить от какого-то религиозного эгрегора. Здесь осознание того, что вера не всегда религиозна, а религия не всегда верует. И неважно, в принципе, какая религия. Все они ведут к одному и тому же источнику. Ну да, здесь у вас и иллюзии уходят, и вы будете, знаете, все-таки, да, вы будете нормально так снимать головы с плеч, как и деструктивным личностям, которые занимаются темной магией, да, черной, скажем так, короче, магией, которая влияет на волеизъявление других. Но также вы еще будете вот прям жестко, четко, конкретно выводить других людей из иллюзий.
из вот этого, знаете, вот состояния жертвы. Чтобы, ну, они не пребывали в оном. Тут интересно так. Дары судьбы свои будете получать. А знаете, за что дары судьбы будете получать? Вы будете вот всяких лицемеров просто разоблачать их деяния. Они будут разочаровываться. За то, что вы будете это делать, да, помогать другим, вы как, ну, получите подарки судьбы прям. Еще вас очень порадует то, что ваши недоброжелатели, лицемерные, ну, будут разочарованы по итогу. Знаете, разочарование — это такая штука, она как наркотик. Она может годами сидеть в человеке. И эту вещь очень тяжело вытравить на самом деле. Когда идет разочарование в ситуации, в человеке, это не так страшно. А вот когда разочарование глобального плана, понимаете, во всем, там уже и депрессуха накатывает. И, в общем, товарищи, которые делали негатив, поджирают и иные создания, то есть, знаете, как цепляются на вот эту разочаровашку их. Ну, что я вам скажу? Прикольно. Те, кто будут сплетничать о вас, либо вообще вот как-то, ну знаете, пытаться там вас оклеветать, сразу будут по голове получать здесь работа с неупокоенными. Это как ваш род может быть, так и, как я уже говорила ранее, какие-то договора все равно вы будете заключать. Ну, неплохо, тоже неплохо. Здесь, знаете, как больше я вам хочу сказать? Вам идет как послание, ух ты, да, здесь вы будете учиться, ребятки. Угу. Путь к вашей новой жизни идет через учение работы на кладбище. Вот так вот. И знаете, за что это вам все дано? Потому что у вас есть такая черта характера, как сострадание. Справедливость. Но тут тоже нужен баланс. Нужно уметь различать в людях то, что они хотят о себе сказать, и то, что есть на самом деле, да. Не каждому здесь можно помогать. Здесь больше показывают вам как перспективы на будущее. Знаете, как вот кто-то сомневался, а теперь вот вам ответ, вот ваш путь на будущее. У вас новая жизнь, ребята, будет. И у вас будет и есть наставник, который вас проведет по этому учению. То есть здесь работа на кладбище с этой тяжелой энергетикой, вы справитесь. Да, и, кстати, через нее у вас исцеление идет. Вы и сами исцелитесь, и еще и исцелять через кладбище сможете. Ну, те, кто в магии, те прекрасно понимают, о чем я говорю. Да, это возможно, да, это реально. И, ну, не знаю, это определенная сила, определенный дар, но и определенная, ну, ответственность. Да, слушайте, у вас там будет договор, потому что вы будете получать еще большую силу, и для этого, сами понимаете, должны вы соответствовать ей. Короче, я поняла, вы сможете делать, ну, защищать людей от треугольников, от манипуляторов, от лжецов. Тут как бы у вас, знаете, есть такое вот чувство внутренней справедливости. Единственный тоже момент, как, ну, вам подсказка, доверяйте своей интуиции. Если вы, ну, внутри чувствуете, что человек говно, не связывайтесь с ним, что бы он вам там не рассказывал. Если вы видите по тем же картам Таро, к примеру, да, либо же по рунам, смотря как вы работаете, одну информацию, а вам в уши льют другую, ну, тем более пытаются вас как-то там, знаете, на эмоции высадить,
либо же унизить ваши силы, ваши способности, проманипулировать дабы вами, или же даже подгоняют вас. Вот этих людей нужно просто, как я люблю выражаться, гнать из жизни санными тряпками. Не переживайте, на их место придут другие. Ну, то есть реально те, которым будет необходима ваша помощь, и они будут это ценить. Ну, а все те уроки, которые вам были даны, хотите верьте, хотите нет, признавайте, либо нет, это ваше право, но все то, что с вами произошло, где ломали вашу волю, это, знаете, как урок на гордыню, на надменность. Да, здесь и колдовство в вашу сторону применялось, и вы как-то не хотели этим пользоваться. А потом прошло время, и вы осознали, что там можно получить помощь, да, и удачу. Ну, как бы вот такой вот второй вариант у нас был. Белые камушки, я вас благодарю за просмотр. Оставляйте ваши комментарии и желаю вам добра этого мира. Пока-пока. Так, третий вариант. Я приветствую вас, голубые камушки. У вас очень интересно. Вот на вас пошла вот эта колода. Здесь идет, знаете, какая информация? Вы чем-то очень сильно недовольны. Какая-то трансформация происходит, и вас она вообще, вот, знаете, ну, выводит из себя. Вот вы ее как бы не хотите проходить. Либо вы недовольны итогами этой трансформации. Не знаю, сейчас будем смотреть, что там. Император еще какой-то высыпался. Либо же это определенный человек, да, в вашей жизни. Либо же это ваше положение в обществе. Давайте так назовем. Здесь может быть и финансовые каналы, ваша работа, и ваша стабильность в доме. И ваш патриархат, матриархат в той же семье. Ну, тут очень много вариантов. Что у вас там? Недовольство у вас идет. Кардинальное недовольство. Ну, кстати, вот эта красная свеча почему-то вот к этой колоде решила сегодня. Вот прям потянула меня. Для чего, не знаю. Может, потом узнаю. Итак, третий вариант. Давайте-ка посмотрим, что вы там для себя должны сейчас знать. Смотрите, опять это смерть, опять трансформация. Я же говорю, от чего-то отречься надо. А вас это вообще, ну, не в дугу, вот полощет вас эта ситуация. Ну так смотрите, здесь несерьезное отношение к вам. Вот чего идет трансформация. Здесь такое впечатление, что вы позволяете собой манипулировать и морально издеваться над собой. Не знаете, какая вам стратегия подойдет для особо прожженных? Делаете вид, что вы проиграли, но возвращаетесь и берете реванш тогда, когда вы будете в ресурсе. Здесь, если смотрят девушки, то ваш парень несерьезно к вам относится. Вечные какие-то игры с тяни-толкай, знаете, извините уж меня за выражение, из определенной лексики, да, в направлении секса жесткого. Но вот реально оно так и есть. Здесь жесткий секс с вашими мозгами, с вашими чувствами. И пришло время это говно, извините меня, трансформировать.
Хотелось бы сказать, что вы выстраиваете какую-то стратегию, чтобы кому-то накостылять, понимаете, за его деяния. Но здесь нет, вы не проходите трансформацию, третий вариант. Здесь вам нужно ожидать. Выждать момент, прежде чем вы пойдете в наступление, и только после этого вы знаете, как вот идет такое вот выражение, душу отведете. Знаете, так выдохните и скажете: все, теперь я спокойна. Или спокоен. Теперь все, знаете, как все в баланс пришло. Вы упускаете свои шансы. Здесь я вижу, четко идет подавление вашей силы, вашей уверенности. Есть у вас очень много страхов. Но вы еще умудряетесь ходить как по лезвию ножа, знаете, играться с этой ситуацией. То есть давайте, если в психологию занырнем, вы мазохист. И поэтому к вам притягиваются партнеры-тираны. Посмотрите на вот эту карту, пожалуйста, здесь. И определитесь сами, на каком витке колеса фортуны вы находитесь. Вот здесь, в униженно подчиненном. В том, когда человек выбирается из этого состояния, либо же вот здесь наверху, когда вы получаете все блага судьбы. Это тоже немаловажно. Ну, в общем, вот такая вот, как идет информация, такую я и озвучиваю. А вы уж там у меня поделитесь, пожалуйста, в комментариях под этим видео, так ли у вас это все проигрывается. Здесь вам нужно на себя взять мужественность. Для принятия какого-то серьезного решения в вашей жизни. Здесь знаете, как идет вот уйти от мимолетных удовольствий. Вот как-то так. Ну, естественно, этим удовольствием в свое время вот для вас выступал ваш партнер, и вы считали, что это любовь с первого взгляда, либо же человек, который дан вам по судьбе. Ну, вот эти все вот сказки. Ну да, ничего серьезного там особо такого. Либо вас воспоминания очень сильно съедают. Вы находитесь в такой ситуации, когда вам уже нужно отпустить это прошлое, проработать себя и стать магом своей судьбы. А еще здесь, ребята, проскакивает такой момент, что на вас есть магия, чтобы вы постоянно страдали, переживали, думали об одном человеке и таким образом сливали на него весь свой ресурс. А ему надо только, знаете, как, человек не будет нести ответственность даже за ваши чувства. Я уж не говорю о физике, да, физическом мире, где быт, где какие-то поступки нужно совершать. Ну, смотрите, карты сами вываливаются. Да, здесь человек, понимаете, увидел в вас серьезную личность, которая сильнее его, и ему нужно вас подавить.
И привязки через секс могут идти. И знаете, как интересно, за вашим выбором наблюдает ваш род. Ой, да что ты, да что ты. Знаете, здесь романтика, прекрасный секс, не традиционный даже, далеко не традиционный. Но все это прекрасно, замечательно и хорошо до тех пор, пока вы для этого человека в ресурсе. Как только он полностью вас выжирает, вы просто ему, извините, нафиг не упали. Он так же легко, как пришел, так же легко и уйдет. Романтика, красивые слова. Если вы смотрите не на вторую половину свою, да, не на своего партнера, а на, допустим, там ситуация с другом, либо, мало ли еще с кем, да, то, в принципе, то же самое. Здесь человек, который просто вами питается. Провоцируя вас какими-то искушениями. То есть, если друзья, допустим, там, знаете, сплетни, попойки, так, деструктивные энергии, да. Это как самое такое элементарное, в пример привожу, а дальше у каждого, сами понимаете, всякое там может быть. И здесь, как бы, знаете, фасад красивый, а по факту, пахнет уже жареным, ребят. Да, здесь все под мороками, в иллюзиях, что на самом деле будет вот так и вот так. Причем вы в своих, ваш партнер в своих. И здесь, здесь привязки есть. Ребята, магия на вас присутствует. Привязки есть. Гляньте, 2 карты. Разные, но смысл их один и тот же. Через секс привязки идут. Кто-то один зависим от другого. То есть кто-то доминирует, а кто-то будет всегда в подчиненном положении. Всегда, как в сексе, так и во всем остальном. Этот человек за вами наблюдает. Может, человек из прошлого вообще хочет вас вернуть, опять воздействовать на вас. И если у вас возникают о нем воспоминания, там мысли, даже если вы вообще уже и не думаете об этом, и вот попали на этот расклад, да, сейчас, то есть понимайте и фильтруйте тех, кто к вам будет появляться и с чем, особенно из прошлого. Может, у вас уже вообще семья есть. Или же за вами кто-то наблюдает. Здесь вообще может выход на четырехугольнике. Может, человек хочет вас присадить на себя, а сам жить на 2 семьи. Что-то типа такого вот идет. Хочет от вас он нежности, понимаете? И где-то кто-то им, так сказать, вдохновляется, в попку дует взрослому мужику, а он хочет, чтобы вы к нему так себя вели, потому что вас он хочет, понимаете? Ваш ресурс ему интересен. Да, здесь человек хочет убрать конкурентов на своем пути. Если у вас есть семья, то будьте бдительны, будет делать на то магически, обращаться к определенным персонам, дабы вы со своим партнером, либо уже мужем на нынешний период времени ругались. Блядь. Я прошу прощения.
Да, у этого человека есть либо жена, либо же я не знаю кто. В общем, сидит там, где ему удобно, потому что, как всегда, недомужик, король придавленного дивана, блядь, там его обхаживают, в жопу дуют, как я уже сказала. А с вами, знаете, вот такое впечатление, чувак уверен, короче, что когда бы он ни пришел, тогда и вовремя, и вы его примете, понимаете? Где захотел, там и отымел. И знаете, еще здесь такой больной, блядь, тип манипулятивный. Он с помощью вас хочет, чтобы его ревновала та, другая. То есть, знаете, вы как с вами развлекуха, и ему классно, а туда возвращается, где жопу можно приткнуть, блядь. И чтоб, ну, там не возмущались, а боялись, что он уйдет в любой момент, и продолжали ему, ну, какашки там подтирать, да, обцеловывать, обготавливать, обстирывать. Ну, быдло, короче, такое какое-то. Еще скажу больше, что, скорее всего, что этот человек даже писать правильно не умеет. С правописанием там жесть. Коробят меня такие персоны, которые, понимаете, то есть, ну, нет, чтобы, да, соответствовать той женщине, которую ты выбрал. Либо же, мальчики, если смотрите, то это о ваших девочках, она меняться не собирается, понимаете? На два фронта попрыгать, это да. Поманипулировать чувствами, эмоциями другого, это да. Потрахаться, извините меня за выражение, повеселить себя, а почему бы и нет. А что дальше будет, мне насрано. Вот, ну... Есть желание, сливайте свою энергию. Нет желания, держитесь от этого человека подальше. И здесь, скорее всего, что вас об этом предупреждают. Еще такой момент, ребят. Здесь еще у мужчины может быть и не другая баба, а его маманя, которая недолюбленная своим мужем, и вот эти все обязанности мужа в свое время на своего сына возложила, и он, знаете, как вот... В общем, она вас как соперницу воспринимает. Но там тоже с тетей, короче, ну, с психикой не все в порядке. Там беда, огорчение. Ой, да ну что вы для него такая интересная, загадочная. Как он хочет вашей нежности, внимания. Чтобы он пришел и победил вас. Ага, и вы сразу же такая, знаете, ножки расставили и говорите: ой, как долго я тебя ждала. Давай заходи. Чё мнешься у порога? Блять, ну вообще. Если вы думаете, что этот человек, ну, поменяется, ну, хрен там, смотрите, нет. Две женщины, чувак мнит себя просто, ну, гением. И знаете, как таким покровителем. Вот, будет у него хорошее. То есть будете вы ему жопу вылизывать, он вам что-то даст. Кто-то другой лучше подлижет, он туда отдаст свой ресурс, свое внимание, может там финансовую поддержку, либо еще что-то. Ну, такое чмо, короче, понимаете? То есть вот это настоящие мужчины себя так не ведут, и настоящие женщины себя так не ведут. Это люди с кучей комплексов. Да, хочется человеку, чтобы вы, ну, по его правилам играли. То есть конкретно, ну, давайте буду говорить так, как вижу. Может и умолчать об этом. Хочу трахать двоих и бегать на два фронта. А, понятно. С вами есть о чем поговорить. Ну, правильно, да. Вы еще карманный психолог у него будете. И вот, и вот, и вот, и вот, ребята.
те карты, которые выпали в начале колоды, были смерть и умеренность. То есть то, о чем я говорила, что вы в каких-то еще можете иллюзиях пребывать по поводу определенной персоны. Если вы думаете, что этот человек когда-то у вас попросит прощения, нет. Этого говна не будет. Будет, если ему негде будет жить, если оно будет похерено всем миром, обосрано, облевано и приткнуться будет некуда, да. В таком случае он начнет вам признаваться в любви и говорить, что ой, как я ошибался, просрал свою судьбинушку. Но на самом деле, как бы вы ни хотели видеть определенные качества, их нет в этом персонаже. Мужчина это либо ваша подруга, это не суть важно. Здесь человек, который как предавал вас, так и будет предавать дальше. Да, этот человек очень ревнует вас, какие-то, знаете, такие замашки на ваш счет. Не знает пока, как вам подкатить яйца свои, понимаете, для того, чтобы полностью вами манипулировать. Ой, тут столько информации идет. Но здесь идет, смотрите, да, я поняла, что здесь идет воздействие на вас. Человек вами одержим, хочет, чтобы вы точно так же, как он, видать там, если вы смотрите на мальчика, то мальчику писюшка по лбу бьет каждые 5 минут, так стоит на вас. А вы, недовольны тем, что он предлагает, да, в общей сложности. И он хочет по справедливости вас наказать с помощью того, что наведет на вас любовную ту же магию, привороты, присушки, хотелки, вызовы, чтобы вы сгорали от желания к нему, а он уже, знаете, такой будет, как баба себя вести, чтобы вы сами к нему пришли, а он еще сделал вид, что ему это и нахер не нужно, а сам тут, обсыкается без вашего ресурса. Да, этот человек хочет над вами власти. Потом он вас предаст. И знаете, он считает, что вы его предали. У него какое-то искаженное мировоззрение. И он хочет вас предать. И тут и третьи лица, как обычно. И будете ругаться постоянно. Видимо, вы когда-то этого человека поставили на место. Да. Вы ему или отказали. Или знаете, в общем, не полностью удовлетворили его хотелки. Видимо, там вообще оборзел в своих желаниях. И вы, подвинули этого человека. И он, недоволен. Но здесь вам еще нужно пройти трансформацию на то, чтобы полностью... здесь полное подавление вашей личности, понимаете, через этого персонажа идет. Если это партнер, то это подавление через секс. Если же это друзья, знакомые, коллеги, товарищи, здесь подавление идет в моральном плане, запугивания какие-то, знаете, или какие-то ситуации, когда вы постоянно в стрессе, естественно, будете сливать свою энергию на этих людей. Они как вампиры будут вами питаться. Так что третий вариант. Тут нужно полностью этих людей не просто на физике выгонять из своей жизни, но и из своего сердца, из своей головы, прорабатывать эти моменты и ставить на таких ситуациях точку. И идти по жизни дальше, искать людей достойных. Надеюсь, многим этот расклад поможет, и вы с этого, помните, я вам говорила, состояние потихонечку выйдете сюда наверх колеса фортуны, и все ваши желания начнут сбываться.
Так что как-то так. Вот третий вариант. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, как у вас эта ситуация проигрывается. И желаю добра вам этого мира. Пока-пока.